Добрый день, меня зовут Кульшат Медио, я профессор Евразийского национального университета. Сегодня я выступлю с сообщением о постсоветском ландшафте и коллективной памяти в Казахстане. Большое спасибо организаторам за предоставленную возможность. В рамках этого доклада я расскажу вам о коллективной работе, которую мы совершали вместе с моими коллегами из Евразийского университета. И основные результаты, которые вышли в этих двух книгах, которые вы видите на экране, и в то же время я бы хотела описать общую теоретическую и методологическую такую подводку нашего исследования. То есть исследование в целом проводилось в течение 6 лет. Это было два проекта, связанные между собой общим фреймом исследования памяти, но в этих двух проектах было определенное различие. В первом случае мы рассматривали память через понятие практик памяти. То есть это было классическое антропологическое исследование, построено на принципах включенного наблюдения. Во втором случае мы попытались из уже полученного материала сделать определенную теоретизацию в отношении того, что же в конечном итоге мы можем понимать под памятью именно в Казахстане. Потому что из всех возможностей, которые дает исследование памяти, самым эффективным и самым интересным для исследователей, которые исследуют современность, является именно теоретизация, концептуализация определенного эмпирического материала. Для этого мы остановились на концепции Пьера Нора «Места памяти», и именно через этот концепт мы попробовали пересмотреть представление о Казахстане, о том, как переформатируется современное пространство, и мы проводили очень большое количество полевых выездов. Это были не длительные по времени, но очень короткие визиты практически во все регионы Казахстана. Более пристально мы остановились на 12 то, что мы называем областными центрами, и для сравнения мы еще использовали районные ценры, то есть главные площади, то есть основной у нас фокус был на тех сценариях коммеморации, которые происходят на главных площадях. Либо это главная площадь столицы, либо это главная площадь областного центра, либо это главная площадь районного центра. В общей сложности мы, наверное, думаем о том, что мы исследовали около 400 мест памяти, но вполне возможно, что эта цифра может быть и больше, и меньше. Потому что вы знаете, насколько растяжимым является это понятие места памяти. 3 исследовательских вопроса, с которыми я вас сегодня познакомлю. Первый вопрос, он стандартный, постсоветский вопрос, и звучит он немножко даже обидно, потому что за 30 лет независимости, почти 30 лет независимости, в Казахстане произошло очень много разного, были хорошие, плохие процессы, были достаточно интересные или были банальные, рутинные, но очень часто люди, которые приезжают в Казахстан, особенно в новую столицу, они всегда спрашивают: а где ваш Ленин? Что произошло с вашим Лениным? И тебе, как местному жителю, всегда это кажется обидным, потому что ты думаешь, ну почему они не спрашивают о том, кто стоит на месте Ленина? Да? То есть это же гораздо интереснее, чем где наш Ленин. Да? То есть. Второй вопрос, который мы рассмотрим, и этот вопрос связан с основной нашей концептуализацией. Имея определенный опыт анализа того эмпирического материала, который мы получили со своими коллегами, мы обратили внимание, что все практики памяти, которые есть в Казахстане, условно, конечно, условно, можно разделить на два типа. Классические советские урбанистические практики памяти, тогда, когда ставятся памятники, сооружаются монументы, тогда, когда производится определенный тип коммеморативных действий, связанные с
определенным типом концентрации людей в определенном типе пространства. И другой тип памяти, то есть другой тип практик памяти, который мы назвали руральными, хотя мы очень долго сомневались, насколько вообще корректно использовать этот термин по отношению к Казахстану. Но за неимением вот других каких-то вариантов мы пока еще используем этот термин руральный, хотя речь идет, может быть, несколько о чем-то ином. Но в любом случае мы говорим о определенном сооружении, о определенных типах конструирования определенных объектов. Да, то есть эти объекты могут напоминать городские памятники, но расположены они в абсолютном отдалении от любого населенного пункта. И это удаление, это означает, что это населенный пункт, то есть этот мемориальный комплекс может находиться вдали от областного центра, вдали от районного центра и вдали даже от обычного села. То есть это строительство мемориальных комплексов, которые произведено где-то в степи, где-то в абсолютном таком почти теоретическом концепте культурного ландшафта. Мы поговорим немножко вот об этом различии между городским и руральным форматом памяти в Казахстане. И в соответствии с этим третий исследовательский вопрос – это вопрос о том, как вообще вырабатывается язык собственного самоописания. Почему есть определенные трудности и сложности в интерпретации всех тех вот новых попыток. И почему невозможно просто заменить. Например, мы бы сказали, мы отказываемся от советского, мы переходим к нашей подлинной культурной памяти, истории, но почему-то у нас не происходит этого процесса как легкого, да, то есть процесса. Всегда есть определенные сложности. И эти сложности в данном случае мы понимаем как эпистемологические сложности, потому что это связано с выработкой определенного языка. И этот язык может быть, то есть содержать какие-то визуальные паттерны, этот язык может содержать какие-то нарративные сюжеты. Об этом сегодня мы попробуем поговорить. Первая часть, она достаточно простая. Это вопрос о том, где наши Ленины. Да? То есть, я бы приступила к ответу на этот вопрос с такой корректировки, а какие у нас были Ленины? Да? То есть какие Ленины были в Казахстане? Отличались ли Ленины, которые в Казахстане, от тех Ленинов, которые были в других республиках Советского Союза? Конечно, нет. Все, что связано с ленинианой, все, что связано с появлением этих памятников на территории Казахстана, абсолютно повторяет все те треки идеологические, которые были внутри Советского Союза. Вкратце их можно описать следующим образом, что первые Ленины у нас появляются вот в первой трети 20 века, и эти Ленины небольшие, то есть они невзрачные по размерам, по какой-то визуальной своей составляющей, и постепенно к 70-м годам Ленины растут в размерах, областные города начинают соревноваться между собой в том, чей Ленин больше, а чей Ленин лучше. Ну, лучше в значении больше. И вот когда наступает развал Советского Союза, то эти все крупные памятники в Казахстане, крупные памятники, они демонтируются, разбираются, переносятся именно в пространстве того города, в котором они стояли. Когда же мы говорим о памятниках Ленина в небольших районных центрах или, более того, в совхозах, в каких-то селах, то чаще всего эти памятники таки остаются на своих местах. То есть демонтаж коснулся только главных площадей крупных городов. В каждом городе, областном городе Казахстана мог развиваться свой собственный сценарий демонтажа, переноса или вытеснения. Например, если мы посмотрим на город Актау, город
один из центров Казахстана, такого постсоветского формата. Некоторые исследователи называют этот город нефтяной столицей Казахстана. Вот в этой нефтяной столице Казахстана реализован такой сценарий демонтажа и переноса памятника Ленину, когда на место памятнику Ленину, то есть на место Ленина приходит другой герой. Да, этот герой Султан Бейбарс. Мы проводили исследования в Актау и выявили очень интересную такую закономерность, которая заключается в том, что если на место Ленина, то есть на место идеологического памятника приходит другой памятник, то у местного населения к этому памятнику по-прежнему нет доверия. Да, то есть, и поэтому мы вот такой тип городских практик, памятных практик мы назвали рутинизированными практиками. Значит, Ленин же, вытесненный с центральной площади, перебрался в небольшой городской район, который называется Жилгородок. Люди, которые занимаются городскими исследованиями истории архитектуры, они прекрасно знают, что Жилгородок – это классический образец раннего советского микрорайона. Это такой район, был построенный для Гурьевского нефтеперерабатывающего комбината. Это райончик, который был огорожен от остальной части населения, то есть от другой части людей, то есть города, высокой стеной. На этой стене даже стояли пулеметы, то есть, как описывают некоторые авторы. И это означало, что вот внутри вот этого закрытого анклава жили специалисты для завода, который занимался нефтепереработкой. Когда разваливается Советский Союз, и когда к этой нефти приходят другие возможности, другие экономические партнеры для Казахстана, то в городе Актау появляются американский городок, китайский городок, и вот этот бывший советский городок внутри большого города, он деградирует, он становится, то есть он маркируется уже как не самый удачный, и вот внутри этого городка, то есть местные жители, инициативная группа, они предложили поставить памятник Ленину на своих достаточно узких тропинках. Вот это та стена, о которой я говорила. Значит, мы идем дальше. Более стандартным вариантом размещения памятников Ленину являются так называемые Ленин-парки. На этой фотографии Ленин-парк в городе Семипалатинске. Это вот классический образец того, где вы можете найти советские памятники в Казахстане. В некоторых республиках в отношении таких парков используют понятие кладбища советских памятников. Здесь, наверное, не совсем подошел бы этот термин, потому что городские коммунальные службы в принципе, достаточно хорошо и аккуратно заботиться об этих участках. Другое дело, что просто для всей городской ткани эти парки не являются центральными, но они достаточно хорошо благоустроены. В некоторых городах к таким Ленин-паркам более пристальное и более аккуратное внимание. Например, в городе Усть-Каменогорске мы увидели, что те же самые Ленины, то есть их там по 2-3, то есть каждого персонажа, например, Дзержинского 2 бюста. У каждого памятника, бюста, есть своя табличка, в которой дана краткая информация о том, где эти памятники ранее были расположены. Это достаточно интересный и необычный такой для Казахстана формат, потому что, несмотря на то, что советские памятники продолжают оставаться в пространстве Казахстана, с ними происходит такая очень интересная вещь. Они теряют свою конкретность, то есть они перестают быть подписанными, они просто собраны в каком-то одном месте, да, то есть и это дает определенную информацию или
определенную интонацию, да, то есть восприятие этих памятников. А вот в Усть-Каменогорске мы видим достаточно такую интересную ситуацию. На бюсте Дзержинского и вы можете увидеть гвоздику. Гвоздика прикреплена скотчем. То есть это не случайная гвоздика, это гвоздика, жест, знак, послание. И если еще вы приглядитесь в эту достаточно темную фотографию, вы увидите, что на дальнем плане есть еще военная техника. То есть вот этот Ленин-парк, он расположен на левом берегу Усть-Каменогорска, в той части, которую условно можно назвать окраиной города. И вот внутри этого парка очень большое количество бывшей военной техники. И это соседство артиллерийских снарядов, танков, бронетранспортеров и советских памятников вот в пространстве одного городского парка для отдыха вызывает немножко странное ощущение того, что не все с этой памятью с советским в Казахстане является вот абсолютно вот везде одинаковым на всем пространстве. Что бы ни казалось, что к советскому в Казахстане достаточно такое травматическое отношение, можно рассмотреть примеры более веселые, и чаще всего эти веселые примеры связаны с Астаной, потому что в Астане вообще никто не знает, где Ленин, потому что он окончательно утерян в этих бесконечных городских перемещениях, в строительстве нового города, новой столицы. Один из типов советских памятников – это были такие своеобразные ready-made, да, то есть транспортные ready-made. Да. Стояли трактора, стояли танки, стояла какая-нибудь, ну, например, там самолеты, какая-нибудь техника, обычно на подступах к городу. В Целинограде, как предшественники Астаны, точно так же был трактор Кировец. И он стоял на постаменте, была достаточно лаконичная фраза, сопровождающая этот монумент «Хвала рукам, что пахнут хлебом», очень важная для целиноградцев. Когда столицу перенесли в Астану, то этот трактор сняли с постамента. Его сняли с постамента, разобрали, отмыли от краски, то есть сняли слои краски, потому что памятник надо было красить каждый год, поставили мотор, и оказалось, что трактор достаточно в хорошем состоянии. И вот проявили ближайший населенный пункт, около 100 километров, называется аул Родина сейчас, и на этот трактор повесили табличку, где говорится о том, что это трактор, который когда-то символизировал Целину, но в такой-то, такой-то год он был передан этому аулу для использования по назначению. Туристы очень любят эту историю и очень часто ездят в Родину для того, чтобы посмотреть этот трактор. Ну, утверждается, что трактор работает на полях. Я несколько раз посещала этот трактор-монумент. Каждый раз я его встречала только в ангаре. Другой тип памятников, которые приходят на смену советским, расположен на третьей фотографии этого слайда, и мы видим такую комбинацию. Фотография сделана на мастерской скульптора. Это памятники, которые в данный момент находятся частично на ремонте, частично они просто там хранятся. Мы видим, что у нас здесь есть Пушкин немножко травмированный, у нас есть казахстанская Фемида, это белая женщина в белом, и у нас есть батыры. Вот тема батыров завершает первый вопрос, и мы понимаем, что на смену советским памятникам у нас приходят памятники казахские, казахстанские, имеющие отношение к Казахстану. И тогда вот у нас возникает такой вопрос. Ясно, что советское – это такое сцементированное, идеологическое, и уже имеющее очень ясный и четкий язык описания того, что памятники должны быть только героям, они должны быть только вождям, они должны быть каким-то очень значимым личностям. И тогда возникает вопрос –
кого вот в таком раннем состоянии постсоветского мы могли бы обозначить как равного Ленину. И один из экспериментов с памятниками, который происходил в Казахстане, то есть 90-е годы, это попытка заменить, например, памятники Ленину, заменить на памятники, ну, хотя бы Аблайхану. Да? То есть, кто такой Аблайхан? Получается, что Аблайхан начинает... очень интересный факт, что меморизация Аблайхана начинается еще в поздний советский период. Один из первых юбилейных поводов для строительства вот очень странной конструкции на левой фотографии, вот из камней в лесу создается что-то похожее на трон, называется троном Аблайхана. Вот строительство вот этого сооружения, трона Аблайхана, производится в 91 году, и более того, первые празднования юбилея, 280-летия юбилея Аблайхана совпадает с путчем в Москве. Вот это для понимания того, когда начинается вот этот вопрос реновации, да, то есть восстановления памяти. И получается, что поздний советский период имеет уже достаточно четкие тенденции к тому, чтобы развивать больше исследований в области культурной памяти, но не только идеологической. Хотя язык, при помощи которого у нас в Казахстане говорят о культурной памяти, является по своему характеру все равно идеологическим. Для того, чтобы понять, почему вот именно Аблайхан, то есть там было 3 десятка ханов определенного периода, который мы называем периодом Казанского ханства. Почему вот из этих 3 десятков выбирается Аблайхан в качестве такой важной фигуры, консолидирующей и репрезентирующая весь Казахстан, некоторые исследователи подозревают личную симпатию Назарбаева именно к этому персонажу. И вот в качестве такого подтверждающего факта вторая фотография Кулуптаса. Кулуптас — это надгробный камень, который был установлен в 2000 году в мавзолее Хаджи Ахмеда Исави. И вот на этом камне написано, что как бы, память об Аблайхане, да, благодаря тому, что этот камень по поручению Нурсултана Назарбаева установлен. Да. То есть, определенная симпатия вполне возможно была. Еще один памятник Аблайхану, который в 1999 году устанавливают в городе Кокчетае, он очень интересен вот описанием, как его описывают. Его описывают величественную фигуру, которая сидит, значит, вот как будто бы тоже на своем троне. За его спиной стела. Эта стела состоит из 3 составных, да, то есть она как бы из 3 каких-то определенных вертикальных линий. Вот эти 3 вертикальные линии, ушная-за, то есть 3 копья, интерпретируются как 3 казахских рода. То есть то, что бы мы назвали апроприированная форма памяти, то есть такой почти советский по своему визуальному языку монумент, дополняется новым описанием. 3 казахских рода, объединенные вот Аблайханом, и птица, которая завершает эту композицию, в описании она описывается как сокол.
И этот сокол символизирует казахстанский народ. Вот эти три казахских рода объединяются, и в конечном итоге у нас получается казахстанский народ. И это у нас отсылка к тем дискуссиям, которые была в 90-е годы, то есть как говорить казахский народ или казахстанский народ. Да? То есть это вот одна из важных дискуссионных тем, сопровождающая Казахстан первый период постсоветского. Но во втором снимке вы можете увидеть ту же самую стелу, то есть, принцип, да, то есть стелы, который образован путем слияния каких-то вот вертикальных линий. Это монумент, который называется «Защитником Отечества», монумент защитников Отечества, Отан-Хоррошлар. Появляется он в 2001 году в Астане. И вот эти линии уже, которые также соединяют в некую форму единости, отсылают к этой форме единости, на самом деле символизируют народы, проживающие на территории Казахстана. То есть для сравнения, на одном монументе 99-го года, речь идет о 3 казахских жузах, родовых объединениях, а на втором монументе речь идет, то есть он немножко опять откатывает назад и говорит, то есть в такой риторике монументального искусства периода ВДНХ, да, то есть о всех народах, которые проживают на территории Казахстана. Это символизируется, то есть визуально подчеркивается через каждая эта линия, то есть имеет вот такую визуальное начало, шар, и на этом шаре обозначены орнаменты. То есть эти орнаменты отсылают, это греческие, это молдаване, это украинцы, белорусы и так далее. Вот этот монумент защитникам Отечества, он очень-очень интересный, и его можно рассматривать как переходный от такого классического советского монумента к постсоветским монументам, то есть по общему композиционному замыслу, с вечным огнем, с фонтанами-подводками. Этот монумент, то есть со стелой, он, конечно, очень напоминает советские монументы, классические советские монументы, такого обелискного типа. Но барельефные сцены, которые используются, они говорят уже о другом. Потому что, по сути, это монумент как будто бы... То есть он называется «Защитником Отечества». И если бы 10 лет тому назад под «Защитниками Отечества» понимали бы участников Великой Отечественной войны. В данном случае этот монумент шире интерпретирует, то есть классические примеры того, как выглядели советские монументы в Великой Отечественной войне. И риторика защитника Отечества, она непосредственно была связана с монументами Великой Отечественной войны. В этом монументе защитникам Отечества Отан-Хоррошлар мы видим 2 панно, как архитекторы говорят, фланкирующие центральную фигуру. На одной стороне, на одном барельефе мы видим фигуры, продолжающие, то есть советскую линию. То есть это те, кто защищали это общее Отечество советское. А на другой стороне мы видим, как продлевается время. То есть теперь защитник Отечества — это не только тот, который участвовал в Великой Отечественной войне, но это уже и участники джунгарских, по крайней мере, на этом панно, участники джунгарских битв. И эта симметрия, которая достигнута в этом монументе, она достаточно интересна. Можно считать ее одной из ранних таких попыток переосмысления советского визуального нарративного языка и попыткой выработать свой собственный. Посмотрим, как это происходит на примере этномемориальной карты Атамекен. Здесь используется Google слайд. И эта вся территория — это карта Казахстана. Вы видите, что очень трудно определить точные границы такого картографического, то есть это карта, которая в проекции имеет вид
Казахстана. Но вот она разделена, то есть она достаточно большая, то есть это вот почти 2 гектара, то есть она очень объемная, и то, что мы могли бы назвать, она как 3D, да, то есть она состоит из разных уровней сложности, уровней заполнения. Это карта Казахстана как географическая карта, но на нее нанесена административная сетка. И вот эти линии, которые вы видите, это территории областей. Монумент появляется в Астане, в новой столице, в 2001 году. Он идет в непосредственной связке, близости с монументом жертвам политических репрессий. И это очень необычное такое соседство. И вообще вот появление монумента жертвам политических репрессий в 1997 году – это совершенно для Казахстана редкое явление, то есть абсолютно новое явление, то есть никто даже не подозревал, что такого рода монументы могут быть, потому что в Советском Союзе их почти не было, то есть у нас были какие-то только отдельные места памяти, связанные с травматической историей ГУЛАГов, то есть нахождение ГУЛАГов на территории, лагерей ГУЛАГовских на территории Казахстана, но так, чтобы это был какой-то отдельный монумент, да еще такой очень большой и очень значимый, это было очень необычным в тот период. Но памятник просуществовал, вот этот круг, который вы видите на фотографии, памятник, который вот был в центре этого круга, он был очень демонтирован и заменен на такую конструкцию, то есть курган сохраняется, но на кургане устанавливается флагшток для самого большого флага в Казахстане. Подводка, которая ведет к этому кургану, подножью, она из балбалов. Балбалы – это вот то, о чем мы подозреваем, то есть наша гипотеза исследовательская, она построена на том, что постсоветское, почему оно не имеет какого-то такого ясного и четкого языка сопротивления советскому в Казахстане, потому что вот этот язык степной маркировки, язык не городской жизни, он не явен. И очень трудно сразу сказать, что вот вместо вот такого типа памятника мы заменяем на другой тип памятника. Единственное, что мы отмечаем, это перетекание знаков, которые используются в степи, в открытом пространстве Улу-Дала, да, то есть вот в Великой степи, перетекание этих знаков в городское пространство, а городские монументы переходят, наоборот, в сельское пространство или вот в открытое пространство степи. Как в случае с этими балбалами. Некоторые балбалы, то есть все эти балбалы, которые на этой площади собраны, они новоделы. Их делают современные художники, но делали их по академическим образцам. То есть они брали академические серьезные книги, анализировали, сопоставляли и вот восстанавливали. Каменные бабы, да, то есть балбалы, встречаются на всем пространстве Евразии. Потому что некоторые вот эти сооружения могут быть нетипичными для территории Казахстана. Они могут быть, например, там, алтайские или дальше Тува, там, Бурятия. То есть это такая специфическая история проникновения степных знаков в пространство городов. 2 парка. Извините, я вернусь еще к карте Атамекен. Карта Атамекен – это сам по себе, то есть этот объект, он представляет еще такой особый интерес, потому что это попытка увидеть Казахстан в целом. То есть как выглядит Казахстан в целом. История этого мемориального комплекса как публичного пространства, с моей точки зрения, не очень удачная. Первоначальный этап, тогда, когда карта выглядела как голая физическая карта, то есть когда был сделан такой объемный ландшафт,
и все было разукрашено в те цвета, как географическую карту, да, то есть или атлас бы вы разукрашивали, там оттенки коричневого обозначали поясность, водоемы находились на том месте, где они вот в объективно физическом мире находятся. Но постепенно руководство этого музея, оно пошло по такому пути, что она стала гиперболизировать эту идею мини-Казахстана. То есть, и карта захламилась немножко какими-то объектами, да, мини-макетами, макетов. Да. Например, карта Тамикин находится в городе Астана, в Нур-Султане. Одним из этажов, одним из пластов этой карты является такая платформа. На этой платформе расположен макет Астаны. То есть карта в карте, да, то есть слой за слоем. И именно поэтому, может быть, для исследователя это интересно, потому что это такое чистое пространство репрезентации того, как регионы пытаются зафиксировать свое присутствие в пространстве новой столицы. Два других парка, которые мы дальше рассмотрим, парк Арай и парк Жеруюк, они интересны тем, что вот мы рассмотрим парк Арай. Когда возникает парк Арай, используется та же самая идея. Мы не знаем, что такое Казахстан, мы не знаем нашу историю. И вот на первом слайде зеленого цвета вы видите, как создается, то есть это из конкурсной документации, рисунок, и вот художники, они предполагают такую реконструкцию истории Казахстана. Вот этот план изображает дерево. То есть это дерево, которое лежит в плане, да, то есть в разрезе. И каждый участок, то есть Байтерек, то есть это наш главный мифологический сакральный символ и архитектурный символ, который используется в Казахстане в постсоветский период. То есть мы видим Байтерек, очередной Байтерек, но только теперь как план этого Байтерека. И каждая из крон, да, то есть каждая из ниш, которую вы видите на этом рисунке, означала бы определенный период. То есть художники, скульпторы, они говорят, мы создадим объемную историю Казахстана. В первом зале у нас будет бронзовый век, во втором, то есть это не зал, то есть это все происходит под открытым небом, да, то есть это просто такие рекреации, обнесенные высокой стеной. И они предлагают заполнить скульптурными изображениями, подлинными скульптурными изображениями с достоверным военным оборудованием, обмундированием, скульптурой, и чтобы это стало таким парком настоящей истории Казахстана, визуальной истории Казахстана. Согласно первому плану, речь шла о том, что будет около 110-120 скульптурных композиций, поэтапных, гунны, саки, то есть джунгарский период, то есть все периоды, да, то есть должны были быть отражены и с детальной проработкой исторического контекста. Но в конечном итоге в первый год было сделано около 12 скульптур, и дальше эта идея не получила своего развития. Вот эта карта, вернемся, вы видите по цифре 7 определенный участок. Этот участок – это опять карта Казахстана. То есть это карта Казахстана, которая вот в реальности выглядит как какая-то клумба. Ну вот здесь, на этой фотографии, вы видите заготовку для вот этого, то есть заготовку для экспозиционного пространства. Ну, в конечном итоге, то есть именно вот такие фигуры должны были с определенной степенью достоверности. То есть не обобщенные образы степняка, не обобщенные образы батыров, а именно такие очень конкретные, с очень четким детальным описанием обмундирования, типа вооружения, да, то есть, ну, например, там, как батыр держит
лук, стрелу, да, то есть что это соответствует именно той практике, которая, ну, на территории Казахстана использовалась. А, Хотя я сейчас вижу, что стрела немножко, то есть неправильный захват стрелы. Ну ладно. И очень интересная такая композиция, которую... Это такая входная группа «Божественная колесница», которую использовал казахстанский, астанинский художник Симбегали Исмагулов. Это вот знаменитые петроглифы, да, то есть это очень известный сюжет от Байкала до, не знаю, до Польши, наверное. Вот этот сюжет «Божественной колесницы», он его, то есть придал ему такую объемную форму и сделал из этого входную группу. И мы видим, что вот внутри вот этого периода, то есть первого периода независимости, то есть 90-е годы, начало 2000-х годов, идет попытка такого углубления в прошлое и попытка найти дно этого прошлого, да, то есть где это прошлое, то есть оно в тенгрианстве, оно в ханстве, то есть периода ханства, оно, может быть, в каких-то шаманских практиках, может быть, оно вот в культуре насельников, которые проходили через эту территорию. То есть это идет такой общий коллективный процесс поиска нового визуального языка. Но история именно конкретно этого парка, она вылилась в другую историю. Каждый год, каждое десятилетие новая столица получает подарки от областей. Это называется программа празднования юбилея столицы, десятилетия, двадцатилетия. И на каждый вот такой крупный десятилетний юбилей регионы дарят свои подарки. Список этих подарков определяется акиматами, то есть мэриями городскими, и, ну, говорится, нам нужно улучшить такой-то парк, или нам нужен такой-то монумент, или нам нужен мост. Так получилось, что этот парк Арай был отдан как территория для подарка Алматинской области, а каждая область, она производя какие-то объекты на территории столицы, она пытается репрезентировать себя. И здесь воспроизведен фрагмент географический, геологический, фрагмент Чырынского каньона Алматинской области, то есть тоже знаковое место. И ну, то есть это вот как бы попытка перенести опять Казахстан, да, то есть если на карте Атамекен мы видим, как переносят макеты, передают макеты, то здесь мы видим какую-то реконструкцию определенного региона и попытка сделать из него какое-то новое такое туристическое место в Астане. Ну, вполне возможно, что получается, потому что мы видим, это случайно сфотографированная пара жених и с невестой, которые фотографируются на фоне новодельного Чарынского каньона. А слева вы увидите замечательную работу Сауле Сулейменовой. Это казахстанская художница, которая... То есть эта работа называется «Над небом Астаны». Она работает с пластиком, и то есть работа такая по экологическому, может быть, переосмыслению того, как Казахстан сейчас принимает вызовы экологии. Парк Жируюк интересен еще и, то есть это другой парк, который находится в правой части города. Он интересен тем, что тогда, когда он создавался, а Жируюк — это такой топоним, мифологический топоним, обозначение земли благодатной, да, то есть это вот какое-то место, в котором вот все прекрасно, все замечательно, и вот, ну, вот именно там нужно жить. Этот парк первоначально был маркирован также, обратите внимание, полумифическими персонажами. Вот парок — это такие скифские, то есть это кони из археологических захоронений, то есть это информация
Ну, у археологов есть определенный тип материала, то есть когда они рассматривают там археологическое золото, то есть определенный тип украшений. То есть это вот такие персонажи, которые поставляются в общественное мнение благодаря ученым, которые занимаются исследованием, ну, археологическими исследованиями. Ну, значит, современные скульпторы пытаются вот эти же археологические, иногда мифологические, иногда, то есть гипертрофированные какие-то объекты, они их придают им объем и делают из них новые скульптуры. Вот это вот тоже такой один из трендов, который есть в Казахстане, был, по крайней мере, достаточно активно он использовался на территории музеев, внутри пространства музеев. Вы тоже можете встречать вот эту игру, работу с мифологическим контекстом. Иногда этот контекст очень конкретен, потому что он отсылает там, к тенгрианским концепциям, к каким-то шаманистским версиям. Иногда он отсылает к общим культурным трекам, которые, то есть вот, там буддийские треки или ну, еще кого-нибудь, то есть всех тех культур, народов, которые проходили через территорию Казахстана. Ну, например, там активно используется мандала, да, то есть вот эти круглые знаки. То есть это очень такой процесс, знаете, поиска какой-то вот глубины окончательной, потенциальной, то есть чего-то такого вот исходного, сущностного. И вот таких работ было очень много. И интересная история этого парка в настоящее время из всех попыток ну, придать... Еще раз повторяю, что этот парк не является центральным для общестоличного такого пространства, но он достаточно уютный, работает на очень большой район города. И вот в этом парке остаются значимыми, да, то есть объектами, которые продолжают свое функционирование. Дуб, посаженный Назарбаевым, то есть вот табличка, тоже как определенный тип памяти, и памятник Панфилову. То есть вот как происходит поиск языка самоописания. Начиная с глубин, с каких-то очень таких непроговоренных для советского слушателя тем, да, то есть вот с чего-то такого экзотически древнего, и потом это раз и перерывается памятник участнику Великой Отечественной войны. И Крис Рис, американский исследователь, в своем исследовании он как бы задается таким вопросом, он говорит, вот это очень странно, то есть Советский Союз развалился, Казахстан теперь независимое государство. Почему он воспроизводит советские памятники? Да? То есть почему он продолжает воспроизводить памятники участникам Великой Отечественной войны? Тут надо сказать следующее. Во-первых, подошел очередной юбилей, то есть речь уже идет о 70-летии Победы. Во-вторых, были дискуссии в медийном пространстве о том, что подвиг панфиловцев, то есть это часть вот той же какой-то коллективной идентики, что подвиг панфиловцев был выдуман. И казахстанцы очень болезненно восприняли эту такую диверсию, и, как идеологическую. И они сказали, нет, наши герои – это наши герои, мы за них будем продолжать держать пространство, да, то есть, и у нас появилось несколько памятников, ну, во-первых, памятник Бауыржан Момышұлы и памятник Панфилову. Между собой они связаны, ну, вдоль одного проспекта. Далее, когда мы говорим о пространстве Астаны и вот говорим о том, как вообще вырабатывается этот язык самоописания, мы видим, что Астана, как столица, она становится площадкой, полигоном для экспериментов с разной степенью глубины. То есть попытка проникнуть вот глубже. То есть как случай с самой столицы. Дело в том, что когда мы говорим об истории Астаны,
одним из первых мероприятий, которое было сделано здесь, это было удлинение времени этого города. То есть зеленоградские материалы, краеведческие, они говорят о том, что город возник на Горькой линии, то есть как точка, и тут возникает такое желание преодолеть вот эту точку, потому что как точка колонизации степи. Столица не может быть точкой колонизации степи. И поэтому первое, что делается для самой Астаны, это удлиняется время. То есть памятники, которые бы мы назвали памятники, то есть они тоже вот постсоветского формата, памятные знаки присоединения, добровольного присоединения Казахстана к России. Вот эти памятники, они находятся в очень ветхом состоянии, и даже вообще, ну, то есть никто не пытается оживить или улучшить, привести в более, ну, хорошее какое-то состояние. То есть такого рода монументы, они доживают. И более того, вот этот эпистемологический разрыв, о котором я говорила в самом начале, он преодолевается именно таким образом, что советское вытесняется не резким движением, а постепенным движением. То есть оно вытесняется, то есть продолжает использовать вот эту апроприированную форму памяти в виде установки бюстов, памятников. И это может быть даже казаться, что это бессмысленное такое мероприятие, то есть потому что люди не испытывают никакой любви к такого рода центральным памятникам. Но экспериментируя с этими разными формами, ну, например, там, поставить в Астане триумфальную арку. То есть триумфальная арка – это не советский инструмент памяти, да, то есть это какой-то другой. И вот в этой триумфальной арке, может быть, самой сильной инвестицией в коммеморативный ландшафт Казахстана является не архитектурные сооружения, то есть того, что эта арка была сделана из какого-то там гранита или мрамора, или что там были какие-то особые скульптуры, а наоборот, то есть конечность формы материальной никого не волнует, или неудачность этой формы, то есть это не главное. Главным здесь является название Мангликель, то есть это вечная страна, и вот эта игра с вечностью, с возвращением казахского как знания, да, то есть это вот этот процесс, который идет в течение вот почти 30 лет. Поэтому коммеморативный ландшафт, он такой очень сложный. Если вы формально вооружены такими искусствоведческими приемами, когда вы рассуждаете о памятниках, о том, что красиво, некрасиво, хорошее исполнение, качественное, то, конечно, вы можете испытывать только чувство такого легкого недоумения, когда вы в каком-нибудь районном центре видите тоже арку, ну, самодельную, очень такую упрощенную, лапидарную даже, можно сказать, и за этой аркой больше ничего нету. Но тут очень важным является следующий момент. То есть если столица была таким пространством, в которое концентрировалось представление о казахскости, и все, что там сформировалось, потом выходило обратно в Казахстан, оно и приобретает, то есть вот на всей периферии вот как бы не столичного пространства, эти же знаки, это означает язык. То есть мы сейчас о себе говорим так. Если это даже технически это выглядит как не очень интересный объект, но это очень важно именно с точки зрения того, как люди сами воспринимают свою идентичность. Конечно, это можно рассматривать и как язык идеологических клише, заимствований, но, как мне кажется, что вот эта тонкая грань между культурной памятью, которая в пространстве, и социальной памятью, которая в урбанизированном пространстве, она вот
ну, как бы баланс этот продолжает искаться. А, Из тех глубин памяти, которые сейчас у нас в Казахстане хорошо проработаны, это, конечно, 550-летие ханства. Вот это пример монумента, который появился вот несколько лет тому назад. Город Тарас, мы видим двух ханов, да, то есть опять символы казахского единства, Женебек и Кирей, и это окраина города Тараса. Да, то есть это вот как бы, чтобы вписать эти новые памятники стандартного такого бывшесоветского пространства, да, то есть явно недостаточно. Кстати, чем и объясняется то, что некоторые места Ленина, да, то есть вот этих главных советских памятников, так и остались пустыми. То есть на это место таки никто не пришел. То есть все эти попытки работать с Аблайханами или с какими-то местными локальными героями, они не сработали. Вот, вот это вторая часть того, что я говорил. То есть если Астана первоначально является таким пространством, вбирающим себя, а потом она становится пространством, отдающим это знание, и это маленький районный центр в глубине Казахстана, Батагара, и вот вы видите, что все астанинские символы здесь сконцентрированы на окраине села. То есть это такое пространство для общего, ну, это новое публичное пространство, это новый тип публичного пространства. И вот главное изменение, которое произошло в Казахстане, возможно, да, то есть, и это очень хорошо видно не по центральным городам, а именно по небольшим населенным пунктам, что центр публичной жизни смещен с главной площади на некое пространство, которое условно можно назвать променадным. Но точно так же, как Астана сформировала определенную променадную линию, да, то есть там нету главной площади, и как бы вытянула историю в такую нарративную прямую, да, то есть вы можете по этой... То есть главная градостроительная идея Астаны – это использование метафоры Мунжолдо, то есть ось тысячелетия. И вот эта ось тысячелетия, она вбирает, то есть каждой площади, она вбирает в себя определенный период истории. И вот переход от концентрированного, когда только главная площадь, как квадрат, да, или как там прямоугольник, к определенной оси, это вот одна из таких характеристик современного ландшафта памяти в Казахстане. Практически каждый культурный центр, то есть регион с культурной историей создает себе вот эту нарративную зону, то есть такую большую променадную зону, в которой он, комбинируя столичные знаки с местными локальным знанием, создают свою версию истории Казахстана. В некоторых версиях, в некотором техническом исполнении эта история может выглядеть смешной, как вот на этом барельефе, люди, у которых не у всех все прорисовано, но тем не менее вот в таком наивном комбинировании мы видим все основные сюжеты казахстанской истории периода независимости. Спасибо за внимание. На этом я заканчиваю, и мы перейдем к обсуждению этого доклада.